В этом году мультсериал Винкс исполняется уже 18 лет. Да, в это сложно поверить, но проект для малышей буквально на наших глазах стал совершеннолетним. Да, за эти годы произошло многое. От покорения всего мира до полного провала с последним легендарнейшим 8-м сезоном. И читая последние новости по поводу 9-го сезона Винкс, невольно приходишь иногда к мысли, а возможно авторы решили исправить свои ошибки, они решили перезапустить полностью всю историю и начать ее заново. Но возможно ли это? И насколько в принципе это необходимо? И сегодня в этом видео я вам предлагаю вместе пройти еще раз всю историю Винкс от начала до конца и проанализировать, как же так произошло, что мы пришли к тому, к чему пришли. Как всегда, берите чаечек, наливайте вкусняшки, поздравляю вас с новым 2022 годом и с нашим личным новым тысячелетием, ведь нас на канале 100 тысяч. Если вам интересна серебряная кнопка уже едет ко мне, и как только она у меня будет на руках, я вам ее обязательно покажу. И если вы не хотите пропустить это событие, обязательно подписывайтесь на канал, если вы это еще не сделали, и включайте уведомления. Ну а меня все так же зовут Оля, но ты можешь называть меня Уна Фата, что означает добро пожаловать на мой канал. Я думаю, все мы прекрасно помним, как начиналась история Винкс. Блум случайно столкнулась со Стеллой в лесу, та открыла себе волшебные особенные силы, Стелла пригласила Блум в Алфею, в Алфее все девчонки познакомились друг с другом. И так все закрутилось. И хоть с самого первого кадра нам напрямую, прямо в лицо говорили о том, что Блум будет здесь самой главной героиней, ведь первое, что мы видим, это Гордения, а затем Блум. Я с самого начала думала, что Стелла самая могущественная в Винкс. Как-то мне все время казалось, что принцесса Солярии, государство, которое по сути является солнцем волшебного измерения, и девчонка, у которой есть специальный жезл, все-таки, наверное, должна быть какой-то главной героиней. Возможно, это, кстати, произошло потому, что в «Чародейках» у лидера команды был брелочек, как бы, сердце Кондракара, и здесь я думала, что тоже должен быть какой-то особенный аксессуар у главной героини. И сила Стеллы, как вы наверняка помните, исторически связана с силой пламени огня дракона. В общем, в моей голове все идеально складывалось в первом сезоне. Но кроме основной парочки девчуль, было, конечно же, интересно смотреть и на то, как остальные Винкс развивали свои волшебные способности, как они раскрывались как персонажи перед нами. И согласитесь, наверное, первый сезон было интересно смотреть, потому что девчонки были феи-новички, как это пелось в первой версии опенинга. Но даже несмотря на это, Винкс как-то особенно выделялись на фоне всех остальных фей. Почему-то именно эта пятерка, а впоследствии шестерка, ввязывалась в самые интересные, самые трешовые ситуации. Мне лично всегда было интересно, неужели они одни такие на всю Алфею, кто постоянно ввязывается в какие-то неприятные ситуации. Но, видимо, это действительно так, и просто остальным девчонкам повезло поселиться вместе с Блум. И в то время как остальные ученицы спокойно себе чилили в общаге школы фей, наша основная шестерка ввязывалась во все конфликты с ведьмами и их помощниками. Таким образом, силы фей росли, и уже во втором сезоне девчонки получили Чармикс, своего рода бустер, дополнительный уровень базового превращения. Честно сказать, то, что с ними это произошло, было вполне себе закономерным, ведь кроме теоретической практики на занятиях в Алфее, у них была отличная практика в миссии. И, конечно, получение нового превращения сделало их еще более отличными от всех остальных учениц Алфеи, а возможно от всех в принципе волшебниц Магикса, потому что неизвестно ни одной другой волшебницы, которая достигла Чармикс. Но лично у меня это превращение всегда вызывало очень много вопросов. Много драмы, мало смысла. Много мяса, мало теста. В особенности это проявляется в ситуации с Лейлой. Выглядит как какой-то филлер. Просто галочка для того, чтобы и эта фея тоже в результате получила Чармикс. Ну а следующей ступенью развития волшебных сил был невероятный Энчантикс. То самое превращение, которое хотят даже за пределами волшебного измерения. Об этом великом превращении мы узнаем только в начале третьего сезона, и это очень странно, что нам не рассказывали о нем с самого начала, ведь это было бы отличным стимулом хорошо учиться и к последнему курсу стать суперклассненькой. Наверное, сложно найти человека, который хотя бы маленькой частичкой своей души не любил бы Энчантикс. И легенда, и получение, и внешний вид — все в этом превращении прекрасно, и по моим ощущениям это просто верх искусства в рамках вселенной Винкс, без преувеличения. Конечно, с другой стороны, у многих появляется вопрос, а чего они такие голые, раз это финальное превращение? Но лично я всегда смотрела на Энчантикс как на исконный образ феи, что-то среднее между гуманизацией бабочки и фольклорным представлением феи. А такое комбо предполагает некоторую легкость и открытость, так что весь этот пазл спокойно уживался в моей голове все это время и уживается до сих пор. И до сих пор считается, что Винкс и Фарагонда единственные феи Алфеи, которые получили это окончательное превращение. То есть все остальные ученицы реально остались там на всю жизнь.
ведь без финального превращения ее не закончить. Ну а дальнейшее развитие Винкс уже по сути было ответвлением от оригинальной истории, ведь в первой полнометражке основная цель была достигнута. Затерянное королевство найдено, король и королева Домино освобождены, ну а Блум снова принцесса, и у нее полный энчантикс, и вообще все счастливы и живы. Беливикс, Софикс, Лавикс и дополнительные крылья — все это было нужно Винкс только во время миссии на Земле. И как только все вопросы с земными феями были улажены, девочки обратно перевоплотились в энчантикс и поскорее вернулись в магию. И это в свою очередь подтверждало, что а. возвращаться к предыдущим превращениям можно, и б. на момент 4-го сезона энчантикс стал базовым превращением для Винкс. Ну а дальше пришел Никелодеон. Да, Рейнбоу после того, как попробовал себя в более взрослом ключе, поиграв с темой смерти из более взрослой драмы в конце 4-го сезона, вдруг испугался волны негодования со стороны фанатов и буквально опустился до уровня детской вечериночки. Я долгое время пыталась убедить себя, что то, что произошло с Винкс после 4-го сезона, это нормально, это закономерно, просто компания решила сменить свой курс и перевести свой фокус на более младшую аудиторию. Все окей, но нет. Я все еще не могу адекватно воспринимать то, что произошло с самыми могущественными феями всего волшебного измерения при Никелодеуме, так что моя психика решила, что будет проще все это воспринимать просто как детский спин-офф, который все никак не закончится. Гармоникс, Сиреникс... Ну вот, вроде симпатично, но, блин, почему так однообразно? У девчуль всегда были какие-то особые фишки в нарядах, и хоть по общему взгляду можно было всегда понять, что это за превращение, из какой серии, всегда были какие-то особенные черты в каждом стиле, какие-то особые уникальные детали в этих костюмах. Да и, честно сказать, до сих пор функционал не очень мне понятен. То есть в 3-м сезоне девчули спокойно тусят под водой, без каких-то определенных специальных фич, а в 5-м сезоне им внезапно понадобились новые костюмчики. И в результате мы имеем Гармоникс, красивый, но довольно-таки бесполезный, и Сиреникс, в котором есть все-таки какой-то смысл, но он до жути однотипный. И хоть я искренне считаю, что без новых шмоточек можно было спокойно себе обойтись, у меня остался один вопрос. Где Мермейдикс? Единственное превращение из более-менее новых, которое и с визуальной, и со смысловой точки зрения, по моим ощущениям, имело место быть, это Блумикс. В этих образах я вижу опытных, могущественных фей, а не каких-то там феечек. Их наряды украшены элементами в виде брони, а силы исходят из пламени огня дракона, что исторически кажется очень логичным, особенно в ситуации, когда девчонки потеряли все свои силы и буквально оказались на нулевом уровне. Жаль лишь, что Блумикс оказался трансформацией на один сезон, да и то не на весь сезон, ведь чтобы зайти в Легендариум, Винкс обязательно надо переодеться, одних лишь палочек недостаточно. О Мификсе даже говорить не хочется, тут вообще kiss my ass goodbye. Ну а после 6-го сезона я буквально попала на фэшн-шоу. Тут у нас и огромные бабочки, и ходящие бриллианты. Загляденье. Я уже даже не говорю о том, как эти наряды смотрятся на аниматорах на официальных детских мероприятиях. Да, все красиво, ярко, цепляет глаза, для малышей вообще супер, но нужны ли эти превращения на самом деле? Неужели тот же Энчантикс не способен на то, на что нужен Баттерфликс или Тайникс? И да, вы мне можете сказать, что в 6-м сезоне Винкс потеряли доступ к предыдущим превращениям, потому что потеряли в принципе все свои силы, но давайте вспомним, как уже в 8-м сезоне Винкс спокойно превратились в Энчантикс, и это вообще-то было уже после Баттерфликс. Ну и Космикс, который был безумно ожидаемым после того, через что прошли девчонки за все эти годы. Винкс просто некуда было уже девать, как кроме отправить в космос. На небо за звездочкой. После всех этих увлекательных приключений, после 8 сезонов оригинального мультсериала мы попадаем куда? Правильно, в самое начало. Да, ребят, 9-й сезон станет ребутом, полным перезапуском всего оригинального мультсериала Винкс, где мы пройдем весь этот путь заново. Хотя я очень надеюсь, что все-таки какие-то изменения произойдут, или хотя бы нам раскроют историю по-другому. Я уже показывала вам арты с баннеров с официального стенда Винкс на одной из выставок. И пока что у меня какие-то очень смешанные чувства. С одной стороны, все выглядит не так ужасно, на самом деле, мне кажется, после 8-го сезона нас напугать уже сложно. С другой стороны, мне в первую очередь непонятно почему Рейнбоу так стремятся вдаль от своей оригинальной рисовки, которая в свое время была буквально инновационной. Никто ранее не рисовал персонажей именно с такими треугольными глазами. И допустим, Рейнбоу действительно задолбались уже со своей оригинальной рисовкой, вот скучной, вот хочется им чего-нибудь новенького. Окей, ребята, классный выход, спин-офф. Просто сделайте это спин-оффом, а не продолжайте вот это вот летоисчисление 8, 9, 10 сезон. Тем более, Рейнбоу уже пробовали такое делать. Спин-офф Мир Винкс. Там они сделали Винкс в более такой комиксной рисовке, которую еще называют кутюр. И это выглядит реально прикольно, потому что Винкс своего рода стали современными супергероинями в обычной жизни. Так почему бы не продолжить эксперименты, называя все это спин-оффами, ответвлениями и так далее. Но в то же время я могу принять всю эту идею с
перезапуском, потому что все-таки и мораль очень сильно изменилась за эти 18 лет, и тренды изменились, и, видимо, Rainbow действительно хотят сделать оригинальный мультсериал полностью детской франшизой. А вот сериал Fate the Winx Saga останется для старых фанатов, которые до сих пор любят Винкс, и им уже там 20+. Время покажет, видимо, и остается просто надеяться на то, что всю эту историю не запорят в очередной раз. Я уже очень долгое время вижу реально рабочие способы продолжить развитие мультсериала каким-то нормальным, адекватным способом. Первый способ — это завершить повествование на 4-м сезоне, максимум на 2-м фильме «Волшебное приключение», и далее развивать мультсериал вширь, дополнять какими-то спин-оффами, возможно, ответвлениями от основного сюжета и показывать, что еще происходило за кадром предыдущих сезонов. Второй путь — это продолжить историю Винкс, не снижая градус серьезности. Все-таки фанаты растут, а вместе с ним должна расти и франшиза, как мне кажется. И было бы очень прикольно увидеть Винкс дальше в каких-то более серьезных сражениях, как это, в принципе, было уже в 4-м сезоне. Как бы там ни реагировали фанаты на смерть Набу, как бы мне лично было не грустно за потерю такого классного героя, в принципе, фанаты ожидали то, что в какой-то момент начнут умирать герои. Во всех синопсисах, даже к тому же 5-му сезону я видела, как все ждали, что все там умрут, потом воскрешатся, потом у них родятся дети. Ну и третий, как мне кажется, самый реальный на данный момент способ — это продолжить историю, но рассказывать уже не о самих Винкс, а об их потомках. Как мы видим по последним сезонам, Винкс постоянно пытаются омолодить и постоянно пытаются отодвинуть тот момент, когда они станут мужьями, женами, когда у них родятся дети. И это, мне кажется, немножечко неестественным после того, как Скай сделал миллион раз предложение Блум, а они все никак не решат там проблему с диаспорой. Раз уж авторы так хотят видеть своих главных героинь молодыми, свежими, красивыми и новенькими, почему бы не перейти к следующему поколению Винкс? Именно это и показала автор из Филиппин по имени Dawn в своих комиксах-фанфиках Almost Magical. И каждый раз, читая ее комиксы, как в старом пилотном варианте, так и в новом ребутном, я ощущаю, что именно так и должно было случиться с продолжением Винкс. Если вдруг по каким-то причинам вы не знаете, кто такая Dawn и что она делает, вам обязательно нужно посмотреть на это. Я оставлю ссылку в описании на ее официальный сайт, где можно посмотреть все в оригинале, на ее фан-группу в ВК, там можно все посмотреть на русском языке. Я более чем уверена, что вы в это все влюбитесь, не меньше, чем я, и будете надеяться, что однажды Rainbow, возможно, обратится к Dawn за авторскими правами, и что это станет официальным продолжением Винкс. И во всем этом не чувствуется, как Rainbow сильно сомневаются в одном из своих самых основных брендов. Постоянно идут по какому-то пути наименьшего риска и пытаются натянуть свою прекрасную итальянскую эстетику на какие-то модные направления. Это случилось в новом мерче, где мы внезапно видим что-то в японском стиле. Я совершенно не против японского стиля, мне даже это нравится, но при этом, зная, что Винкс — это итальянский мультик, в этом есть какая-то самобытность, мне очень грустно, что авторы все постепенно больше и больше пытаются от этого убежать. Ну а о мерче мы обязательно еще с вами поговорим в новых видео. И что самое обидное, Rainbow очень мало работают со своей аудиторией, которая на самом деле беспокоится о том, что происходит с франшизой. И если бы они просто хотя бы немножечко побольше вчитывались в наши комментарии, все, я думаю, обстояло бы намного лучше. Ну а теперь настало ваше время. Как вы думаете, что было бы логично сделать после вполне себе успешного 4-го сезона? Какое продолжение было бы уместно в истории об уже повзрослевших феях? Пишите, пожалуйста, в комментариях, а также не забывайте про лайки, дизлайки, подписку и колокольчик, а также переходите в этот замечательный плейлист, я более чем уверена, что он вам понравится. Желаю вам чудесного дня и до скорого!